Всем привет! Надумал я сегодня сделать латунь. Не расплавить, а именно сделать. Для этого я взял медь и взял цинк. Также взял буру и сделал по-быстрому форму. Вот такие вот ингредиенты сегодня будут. Здесь трубки, это трубки радиатора кондиционера медные. Разобрал, поплющил. Вот в этот тигель, короче, влезло сейчас 400 грамм. 405 грамм меди здесь. И 120 грамм цинка. Это чистый цинк, не карбюраторный, чистый цинк. Посмотрел на ютубе, думал, уже посмотрю ролики, поучусь у людей, что, как это делается. Нашел один единственный ролик в русскоязычном ютубе. Молодой паренек плавил медь, добавлял цинк. Вернее, расплавил сразу все вместе. И в итоге он просто вылил ляпух на железку. Не разломил, не почистил. Короче, не показал, что получилось. Больше я не нашел. По разным запросам выпадает только одно его видео. А дальше все просто расплавить латунь. В англоязычный я не полез. Все, а теперь разжигаем печь и пробуем, что выйдет. Насыпал буры снизу, заложил медь, сверху посыпал бурой. Как медь расплавится, хорошо прогреется, опускаю туда аккуратно цинк, перемешиваю это все дело. И дальше, уже не снимая шлака, попробую отлить. Потому что с цинком уже как только снимешь буру, сразу идет окисление, он загорается, выгорает. Поэтому буру снимать сегодня не буду. Все, продолжаем. Минут не прошло, медь расплавилась. Блин, сильно жарит, со штативом сильно не поиграешься, близко не подойдешь с камерой. А оказалось, там шлака и нет. Если будет легкий оксид и все, значит не буду я шлак снимать. Сейчас сразу. А, все, она потекла. Обидно. Потекла моя медяха, видите? Опа, все, надо выключать. Опа. Жалко. Тигель протек. Придется другой делать. Повторение эксперимента. Взял свой старый тигель, но у меня в нем немного латуни заморожено. Сейчас я ее растоплю, вылью. И туда уже медь заново растоплю. Обломчик сегодня небольшой. Есть у меня полмешка вот такого богатства. Сейчас я ее поплющу. И туда. Она полуобожженная, это сгоревший был электродвигатель. Но медь толстая. Опять взвешу 400 грамм. И все заново начинаем. Вот оно, отрубил меди 415 грамм. Одна обмотка целиком и другой еще кусок. Потому что две обмотки получается уже 500 с чем-то грамм. Так что 415, 120 цинка. Больше 20% получится. В общем-то по рецепту. Должно выйти нормально. Все, сейчас выливаю с тигля латунь старую, вытряхиваю хорошо и заново плавим. Ну вот, старую латунь отлил, начинаем новую. Все, зарядил медь, буру. Пробуем. Лишь бы сейчас западло не произошло. И этот тигель не прогорел. Он уже несколько раз у меня плавит латунь.
Ну, будем надеяться. Все, расплавилась медь, шлак снял. Тут шлак был, потому что изоляция была на меди. Но он сыпучий, быстро снялся. Добросил буры и сейчас буду цинком окунать. Буры. Так, ну пусть немного прогреется и буду выливать. Все, форма прогрелась, так что начинаю. Так. Так. Ну вот, как остынет, проточим, посмотрим, что она из себя покажет. Пожелтела ли вообще медь, а то может цинк выгорел весь, и надо будет его в следующий раз больше класть. Ну, пока вот такая вот. Уже латунь, не медь, уже видно по цвету, что это не медь. И, блин, в этом месте поприлипла форма, отодрать не могу, даже срубовую она не берется. Сейчас гриндером сточу, как раз посмотрим, как после ленты будет. И потом проточим на станке. Вот что она показала после гриндера. Все, к станку. Начинаем. Испытываю сегодня опять резец. Пластины по алюминию. Попробую по бронзе. Потому что на Алиэкспрессе написано было, что он и по медным сплавам. Эта пластинка. Вот такая вот она получилась латунька. Ага, не без дырочек, но есть. Сейчас переверну, посмотрим, что будет. Так, где будет? На дне, да, это верхушка.
все, снимаем, смотрим. Ну, я уже рад такому результату. Сейчас посмотрим все. Вот она, сегодняшняя цаца. Михаил Ким, хотел золотишко? В прошлом видео спрашивал. Вот тебе золотишко. Гляньте, красотулька. Последний проход, когда здесь проходил, салом смазал. И сразу пошло, и стружка начала крутиться, виться. Ну, красота. Вот, пожалуйста, на бронзе, че на латуни пластинка зеркала делает. А на алюминии не получилось. Ну, на алюминии вы, наверное, правильно писали. Надо режимами играться, оборотами. Мне ссылочку прислали у Алима на канале Арспро. Такая же проблемка была 2 года назад. Ну, вот такая получилась латунь, как первая в жизни моя латунь. И надо же. Начало было кисленькое, а финал отличный, меня порадовал. И то, что это несколько пор есть, это не беда. Это самая первая отливка. Вот. Ну и все, наверное. На этом буду я заканчивать сегодняшнее видео. Давайте, всем удачи, здоровья, не болейте, а то весна капризная в этом году. Берегите себя. Все, всем пока.